Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний немецкий танк 8-го левела, Indian PZ, он же Индюшка. Да, он и похож на Индюшку, поэтому так и прозвали по сути. Начнем мы сегодняшний обзор с чего? Правильно, с бронирования, идем смотреть. Итак, колледжная модель нашей Индюшки. У нас здесь такое закругление корпуса. Ну и давайте начнем как раз же с корпуса. НЛД у нас 90 мм, перейденки 126 и все здесь картон. ВЛД 136 снизу, приведенная броня. Выше, ну, доходит вот здесь вот система пишет, конечно, рикошет, в что я слабо верю. 60 миллиметров, хотя угол наклона, да, что-то иногда Индюшка будет здесь рикошетить. Люк мехвода 108, вот центральная часть 90, который переход между НЛД и ВЛД, закругленная, по сути прямая. Вот. По поводу башни, маска орудия у нас здесь, смотрите, 132, доходит места есть до 200. 50, вверху 182, внизу 234, здесь вообще 350. Башня под маской орудия 90 мм, щель есть. По краям уже все, рикошет пошел. Вот эта вот часть, вот эта часть от маски, которая идет. Сама же башня у нас 90 мм и в приведенке 157. В принципе, даже рикошетит только в краевой части совсем. С этой стороны тоже пробивается и рикошетит тоже в самый краевой. Вот здесь еще есть какой-то выступ, там, по-моему, пулемет, насколько я помню. Или что-то такое, да. 92 мм. Лючок у нас в верхней части 50 мм. Вот эта часть 90 мм. Перейденки 103-136. Боковое бронирование 60. Гнутый слегка борт. Танковать. Ну, вообще, так, стоп, 60, а внизу у нас, стоп, надгусеничная часть у нас мягкая, а докуда она идет? Не, 90 с катками, не, все, тут 90, подождите, и 60 переходит прямо вот сразу над гусеницами, о, как интересно, даже, кстати, не знал, буду знать. Значит, ситуация следующая, под катками танкует, через каток не бьется, над катками вот этот верхний борт пробивает. Ну, пишет система рикошет, он гнутый, да. Но опять же, какой калибр будет стрелять. Вот, ну, достаточно ослабленный все равно у него борт, индюшка от борта. Но если только вот не перекручивать, танковать сможет, но будет подставлять вот эту щеку. Еще раз, корпус дырявый, за исключением верхних частей. Маска орудия только вверх и низ. Рядом с маской ему лучше не стрелять. Ну и в край тоже. А так-то щеки здесь бьются. Под маску можно. В люк можно. Сюда можно. Да мест куча. Брони нет. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть основные модули быстренько. У нас здесь 3 пушечки. 145 пробития на основном. Понятно. Здесь у нас пробитие уже 203, ну и здесь у нас пробитие 218. Соответственно, заходить на индюшку желательно свободным опытом, чтобы хотя бы сесть на притоповую пушку, вот на эту, да, ну и потом сесть уже на топовые. 250 альфы, пробитие на основном 218, 260 почти. Голдой заряжается чуть более 7 секунд, точность хорошая, 0.32 у индюшки. Время сведения комфортное 2 секунды. А топовой башни нет, она единственная. Вот, по рации, естественно, качать топовую, там разница более чем в 2 раза. Топовый двигатель для подвижности, ну и ходовую тоже. Теперь, по полевой модернизации. Легкосплавные узлы крепления. Настройка рычагов подвески, это танк у нас просто либо на ходу часто будет, поэтому вот так. Так, а здесь... Качаем антибликовую маскировку фар, все-таки у нас СТ-шка. Здесь будем... Я бы на разведку закачал, тем более, что я использую на индюшке просветленную оптику. Вот, и она как раз стоит во втором слоте. В первый слот турбину, ставим досал,
снаряда у нас основной ББХ летит косарь, нормально. Голда, подкол летит 1250, вообще хорошо. Ремка, аптечка, огнетушитель снаряжения. 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой сейчас в табличке. Вот, по УВН у нас все отлично, минус 10. По ХП у нас 1300, это даже чуть выше. Ну, примерно одинаково, там, среди СТшек на 8 уровне. Ну, можно сказать, стандарт. Даже разглагольствовать. Вот, 60 вперед с турбиной, 23 назад, почти 19 лошадей на тонну. Ну, скажем так, все равно как-то набирает индюшка эти 60 очень долго. Вот, по незаметности, перк незаметности не вкачан, поэтому смотреть тут у меня нечего. С полностью прокачиваем, где-то процентов 28 точно можно рассчитывать на незаметность на этой машине. По обзору 422 метра, это на просветленке. Маловато, честно говоря. Танк вообще слеповатый изначально. Это вот мы с просветленкой, она нам дает плюс 39. А так, далеко меньше 400 метров. И, честно говоря, как для СТ, это прям совсем плохо. Да, танк снайперский, понятно. Снайперский танк. Ладно, по плюсам-минусам машины. Хорошо сбалансированная машина, на самом деле. Я ее лично для себя позиционирую как прямого конкурента Т-44 Совета. Вот. На самом деле, вот чуть-чуть не хватает подвижности, как по мне. Вы скажете, там 60. Да, цифрами 60. Но набирает он эти 60 почему-то индюшка очень долго. Вот. По плюсам-минусам. Броня. Много уязвимых зон. Ну, в башне что-то местами где-то есть. Но, в принципе, использовать УВН и выходить смело и стрелять от башни, такая себе история. Вот. По пушке здесь все хорошо. Точность, сведение, бронепробитие, УВН есть. Вот. По обзору жирный минус. По обзору жирный минус. Слеповатая индюшка. Только готова работать. Поэтому и поставил просветленку. Хоть какой-то обзор себе сделать. Вот. По подвижности тоже ни плюс, ни минус. Не знаю. Очень туго она как-то едет. Слабо набирает свою максималку. Вот. Что тут рассуждать? Поехали в бой, посмотрим боем, на что она способна. Погнали. Так, попали на старую гавань. Попали к 8. Да. У нас обзор боем Indian PZ. Она же индюшка средний. Там Германии 8 левела, проходная прокачиваемая ветка. Поедем драться на зелень. Нечего нам тут делать с тяжами. Да. На зеленку поедем. Сейчас проверим подвижность, орудие. Все проверим. Красивый такой танк все равно. Мне нравятся немецкие танки. Ну, подвижность вот такая. Вот мы едем до сих пор ТС-6. Да. Это вам не AMX CDC. Вот. Ну, едет. Другое и не скажешь. Кто скажет, что индюшка не едет? Едет. Не быстро, но едет. Так. Как-то у них странные луководы играют. 2 ЛТшки, и они все внизу. Интересно. Очень интересно. Вот так вот на гору мы поднимаемся. Видите, подвижность вот такая. Подвижность, да. Не наш конек. Оказалось бы, средний танк.
Сейчас как блинданут. Могут ведь. Блин, у них... Ампру, попробуй пробей, да? Дайте под пол зарядят, там такие бронированные товарищи. Вот, стукнули. Не знаю, что там мы на блайнде или нет. Переехал. Бесстрашно. Стоять. О, пробили. ВЛД, кстати. Пробили. ВЛД пробили. Бесстрашно. Вот, пробили. Все. Ладно, поехали вперед. 700 настреляли. Переигрывать бой не буду. Как сложится, так сложится. Не знаю, может блайнды заходили. Хотя вроде Т-34 3 выезжал целехенький. Ну не стыдных, ребята, 1600 настреляли. Ну ё-моё. Это все. Надо отсветиться. Хотя что-то светиться, тут турбослив, надо ехать вперед. Не попал, я думаю. Все, разгоняем нашу индюка. Надо еще хотя бы тычку дать. Вот там еще и сушка. Сушечка. Мне оставьте хоть тычечку. Будьте друзьями. Пожалуйста. Елси все забирает. Ну что такое вообще? Ну как так? Топится, гаденыш, а. Ну все, такая победа. Ну что, 200 дали. Все, индюшка имба. Шучу. Обычный средний танк от немецкого производителя. У врагов турбослив 15.4. Мы даже при этом успели пострелять, что-то там настреляли. По танку, в принципе, нормально сбалансированная машина. Вот, единственное, мне, как всегда, не хватает подвижности, по сути. Давайте посмотрим результаты боя. Может там блайнд какой залетел. Да, залетел. И, кстати, не один. Два. Два блайнда залетели. 2600 настреляли, заняли почетное второе место. Хотя сами видели, как долго в кустике стояли. Но все-таки успели. 2 фрага. Да, 2 фрага. Вот. Что в целом-то по танку можно сказать? Да на самом деле играбельный он. Танчик. Можно на нем кататься. Я бы его даже, наверное... Язык бы мой оторвать и выбросить, но сказал бы, что это аналог от немецкого танкостроения, аналог 44 типа. Наверное так. Да, наверное так.
Но в каких-то местах он даже интересен. Да, вот тут маска какая большая, закрывает почти всю башню рикошетную. Ну, короче, сами все знаете. Ребята, у кого до сих пор эта тачка стоит в ангаре, там и изредка ее выкатываете, пишите, какое вы используете оборудование. Я вот дефолт поставил, меня устраивает. Вот, конечно же, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, приглашайте на канал своих друзей. Буду премного благодарен. А сейчас хочу всем сказать... забыл, по пятибалльной системе 4 с небольшим минусом я поставлю индюшки. В принципе, нормальный танк. Не сказать, что огонь. Нормальный, не сказать, что плохой. Нормальный. Вот. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.